Привет, 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 песеры, с вами Морж и видео по тренерам, как я и обещал. Вернее, вы проголосовали в моем телеграм-канале, ссылки на него в описании и закрепленном комментарии. Сказали, что это видео нужно, я к вам прислушался и выпускаю, собственно, это видео. Тренера играют огромную роль в нашей игре, поэтому подобрать нужного или подобрать какого-то интересного бывает крайне сложно, и это крайне важно. Давайте начнем с азов, расскажу все, что я знаю. Итак, в магазине у нас доступны тренера. Их всегда 15 штук, абсолютно всегда. И их всегда главное. Смотрите, тренера от 700 рейтинга, навыка у нас так называется, и меньше, их будет 5. Вы видите, 690, 660, 650. 640. Далее, тренера от 710 рейтинга и до 800, их будет 10. И от 810 рейтинга до бесконечности, у нас максимальный рейтинг 920, по-моему, их тоже будет 5. То есть 5 от 810 и выше, 10 от 800 до 710 и 5 от 700 до, собственно, самых слабых тренеров. Почему это важно? Потому что многие тренера с именно классными расстановками, к сожалению, имеют маленькие рейтинги. И в этом есть своя проблема. На данный момент у нас 768 тренеров в игре. Вот. Вы сами понимаете, что высокорейтинговых гораздо меньше, чем низкорейтинговых. Поэтому, если какой-то тренер с интересной расстановкой у нас появляется в игре, то очень маленькая вероятность, что он попадает в эту пятерку. То есть, если по высокорейтинговым тренерам вам рандомно выдает, допустим, 5 из 50, то по низкорейтинговым тренерам вам выдает 5 из 300. Сами понимаете, почему их так сложно поймать. У меня спрашивали, есть ли вариант выкупать низкорейтинговых тренеров, чтобы, так сказать, уменьшить вариант выпадения ненужных. Вы, я думаю, знаете, для тех, кто не знает, повторю, если тренер у тебя есть, то в магазине он уже не появится, даже если у него сменилась схема. Я бы сказал, что этот вариант есть, ребят, но у нас всего 50 мест под тренера. Поэтому да, 50, допустим, вы выкупите. Хорошо, у вас будет низкорейтинговых не 5 из 200, а 5 из 150. Да, процент это немножечко увеличит, но не так, чтобы сильно критично. Что хочется еще сказать. Магазин обновляется, и магазин у каждого из нас свой. То есть, если у вашего друга появился какой-то интересный тренер, то не стоит бежать в магазин, с огромной вероятностью у вас он не появился. Тренера выкидываются рандомно, и у каждого свой набор. Магазин обновляется 3 раза в сутки. То есть, 3 раза в сутки вы можете заходить и, собственно, смотреть, каких тренеров вам выдало. Первое обновление магазина у нас происходит в 5 утра по московскому времени, второе обновление магазина в 13 часов дня по московскому времени и третье обновление магазина в 21 час по московскому времени. 3 раза магазин обновляется, 3 раза вы можете заходить и ловить нужного тренера. Я в своем телеграме том же публикую, какие интересные схемы на этой неделе у нас появились, так что, если хочешь следить, в описании ссылка, в закрепленном комментарии ссылка, следи. А теперь давайте перейдем к инструменту, который позволяет нам найти нужного тренера. А вот, собственно, и инструмент. Это приложение, называется оно PES Hub 21. Есть оно и для айфонов, и для андроидов. Вы можете зайти в Google Play или в Play Market и спокойно его скачать. Оно бесплатное, есть премиум-версия. Премиум от бесплатной отличается тем, что просто убрана реклама, поэтому стоит она недорого. Тут каждый из вас решит, покупать, не покупать, надо оно вам, не надо. В общем, с этим, я думаю, проблем не будет. Значит, смотрите, каждый четверг, если тренер играл на прошлой неделе какой-то другой схемой, вот у него была какая-то схема, потом он сыграл другой схемой, то каждый четверг у него схема обновляется. Это вы можете посмотреть вот здесь, вот в менеджере обновлений. То есть на этой неделе у этих тренеров обновились схемы. И часто здесь бывают какие-то интересные. Вы видите, достаточно много тренеров сменили свои схемы, поэтому стоит каждый четверг после обновления PES Hub заходить и смотреть, появились ли какие-то интересные. Если же вы просто хотите найти какую-то определенную схему, которая вам нужна из всех тренеров, вы нажимаете новый поиск, и здесь можно выставить количество центральных нападающих, которых вы хотите, чтобы было в схеме, и количество атакующих полузащитников. Отмечу, что почему-то оттянутые форварды тоже считаются центральными нападающими. Также вы можете выбрать формацию, которую вы хотите найти, и, по-моему, и дополнительные стили тренеров. Кстати, если по стилям тренеров нужно будет дополнительное видео, то жду ваши пожелания в комментариях, возможно, выпущу его. Поговорим, чем там тотальная оборона отличается от нетотальной, чем агрессивный прессинг от осторожного. Вот эти все моменты тоже можно разобрать. В принципе, знаний у меня хватает. Главное, чтобы вы слушали, главное, чтобы это было вам интересно. Здесь вы сами выбираете, какие показатели вам нужны, и вам находят тренеров. Вот, допустим, сейчас я хочу найти тренера с 3 атакующими
атакующими полузащитниками. Нажимаю поиск, и мне выдает, что на данный момент в базе игры вот у нас 5 тренеров с 3 атакующими полузащитниками. Это Черчесов, это Таркович, это Санбел, это Кек, мистер Кек, и Мансия. Сами понимаете, что вы можете открыть каждого из этих тренеров, посмотреть его дополнительные стили, как он действует в атаке, как он действует, если поставлена формация защиты. Здесь все просто, здесь все достаточно понятно, и с этим справится абсолютно любой. К сожалению, я, допустим, вот многие у меня спрашивали в том же Инстаграме, типа, Морж, что у тебя за тренер? У меня был на тот момент Абель Манна, у него было 3 атакующих полузащитника и 2 центральных нападающих. Как вы видите, с 2 центральными нападающими и с 3 атакующими полузащитниками на данный момент тренеров нет. Давайте посмотрим, ну, допустим, с 3 центральными нападающими. Многие ищут таких тренеров, но, к сожалению, за весь год именно с чистыми 3 центральными нападающими у нас не появилось ни одного тренера. И, как мне кажется, Konami здесь делает достаточно большую глупость. Они вот пытаются постоянно в реализм удариться, но мне кажется, что лучше все-таки давать интересные схемы, а не ударяться по полной в реализм. Ну, допустим, ладно, 2 центральных нападающих, 2 атакующих полузащитника. Но здесь уже больше. У нас здесь 6 тренеров и здесь 12 тренеров на данный момент с такими показателями доступны. Причем есть как с 5 защитниками, например, как вы видите, так и с 4 защитниками, вот которые, допустим, Казанова. 4 защитника, причем посмотрите, насколько глубоко они посажены. Это тоже может быть интересно. Так что, начальные знания я вам дал в первой части этого ролика. Запоминаем, тренера, у них может смениться схема каждый четверг. Далее запоминаем, что если у тебя есть тренер со старой схемой, то с новой он не появится в магазине ни в коем случае, пока ты не продашь старого. Второе, что запоминаем, у всех магазин рандомно разный. Третье, что запоминаем, магазин обновляется 3 раза в сутки, это в 5, в 13 и в 21 час по московскому времени. И отдельно запоминаем, что нужного тренера можно и за целую неделю не поймать, к сожалению. Вы сами понимаете, это рандом, и когда классный тренер с какой-то интересной схемой у нас имеет маленький навык управления, да, он у нас кост называется, менеджерство, навык управления, не суть важно, то вот эти 5 тренеров, которые вам выдаются в магазине, это будет 5 из 200, а то из 250, а может быть и из 300. Поэтому возможно, что за целую неделю он вам не выпадет. К сожалению, таковы наши реалии. Надеюсь, я рассказал все это достаточно подробно. Пиши в комментариях, если есть еще какие-то вопросы, либо какие-то пожелания. Ну и пиши, если есть пожелания, чтобы я разобрал подробнее тактики тренеров, какую где лучше применять. А возможно, обещать, конечно, не буду, то и сделаю видео по поводу каких игроков с какими стилями ставить под ту или иную тактику. Это так вот мысли, ребят. Если я буду находить время и, конечно, буду ощущать вашу поддержку, то я постараюсь этим всем заняться. На этом, пожалуй, буду прощаться. Телеграм в описании, в закрепленном комментарии. Там ты можешь, в принципе, участвовать и вносить свой вклад в тот вариант, какой следующий ролик выйдет. Ну и спасибо огромное вам за поддержку. На этом прощаюсь. Как всегда, Морж, как всегда, пока-пока.